Друзья, всем привет! Если меня видно и слышно, поставьте какой-то сигнал, чтобы я знал, что я не зря здесь. И будем начинать. Итак, для тех, кто впервые, рассказываю, что у нас с вами формат вопрос-ответ, я отвечаю на ваши вопросы. В первую очередь я отвечаю на вопросы, заданные форме, в форме, которая размещалась в чате в "Телеграме". Во вторую очередь я смотрю на вопросы вот тут вот в чате и отвечаю там. Вот такой вот у нас с вами регламент. Я надеюсь, меня слышно и видно прекрасно. Так никто и не поставил никакого знака, но, надеюсь, все хорошо. Итак, 330, 330. Да, маловато сегодня. 12 человек, да? Обычно прямо много-много. Может, люди в отпусках, в праздниках, не знаю. Так, поехали. Первый вопрос от Евгения. Игорь, здравствуйте. Для меня вы авторитет по вопросам рекламы, и ваше мнение для меня важно. Я прошел МАГА Google 2.7, МАГА Google 4, ваш свежий курс по аналитике. В общем, ваш верный ученик. Спасибо, Евгений, за доверие. Активно применяю знания в работе, и одним из кейсов хотел бы поделиться. Как, на ваш взгляд, специалиста, хорошие ли результаты получились у рекламы, которую я настроил и оптимизировал в течение 6 месяцев? Цели, которые преследовал клиент. Попробовать сам Google Ads, как новый формат рекламы для их интернет-магазина. То есть конкретных ожиданий в цифрах у клиента не было, но я предложил им измерять эффективность рекламы по количеству и стоимости макроконверсий типа оформления заказа и клик по номеру телефона. Так, у Эльмира нет звука. Это у всех нет звука или только у Эльмира нет звука? Так, наверное, нет звука только у Напишите, пожалуйста, кто-то в чат Эльмире, что пусть попробует настроить. Итак, вот Евгений кинул такой вот отчет. Ну, я бегло, Евгений, просмотрю отчет, потому как э, конверсии 1645 по 17 центов. Красиво. За месяц 7 заказов. Не, ну, столько данных. Тут просто, ну, чтоб понятно, Евгений, я это буду читать, я думаю, часа полтора весь вебинар. Не могу сказать, ок, не ок. Главный вопрос, смотрите, тут же ж вопрос не сколько было макроконверсий, сколько было посещений странички, сколько было каких-то кликов. Тут вопрос денег. То есть 6 месяцев — это обычно достаточный срок, чтобы клиент сказал: "Я хочу продолжать Google рекламу, потому что я вкладываю $1, получаю $2, 3, 4, 5 чистой прибыли". Все. То есть единственное, что заботит любого владельца бизнеса — это его деньги. Если это бизнес без прямого отклика, например, это там, не знаю, дизайнерская одежда, которую люди могут там годами смотреть рекламу, а потом прийти и заказать за 10 тысяч баксов там платье какое-то. В таком случае, да, нужно выдумывать какие-то промежуточные показатели и аргументировать клиенту, почему эти промежуточные показатели в будущем приведут, то есть почему они для него важны и почему они в будущем ему приведут. Ну вот, то есть тут такое сочетание, знаете, не просто типа вот смотри цифры, вот у тебя была такая цифра, а почему эта конкретная цифра, почему на нее стоит ему обращать внимание, почему и в ее росте заинтересованы, почему его инвестиции в рекламу, по вашему мнению, окупятся. На мой взгляд, вот это самый главный показатель. А если у кого-то нету
Если у кого-то как там кликов много, ну, вопросы, понимаете? Поэтому я бы, вот, кстати, когда вот я сейчас смотрел ваш отчет, и у меня первая мысль была такая, когда я открыл этот отчет: о боже, сколько инфы, как это все в мозгу уместить. И если бы я был вашим клиентом, я бы подумал точно так же. Мой вам совет: не грузите клиента большим количеством данных. Это вызывает у него отторжение и желание типа не разбираться. Дайте только самые важные цифры в максимально коротком виде, что вот было, вот стало, вот динамика, эти цифры ведут к этим цифрам, двигаемся дальше и какой-то от себя вывод. Потому что логика моя какая? Я, владелец бизнеса, нанимаю подрядчика с целью, чтобы он мне голову разгрузил, а не чтобы он мне, наоборот, голову загрузил цифрами. Раз я его нанял, я доверяю его экспертизе. Соответственно, он мне не должен не просто кинуть кучу цифр и сказать: "Разбирайся сам", а он мне должен объяснить, почему у нас все ок в бизнесе, он двигается куда хочет и все должно быть хорошо. Поэтому вот так. И я, кстати, когда вот подрядчиков нанимаю там по SEO, почему угодно, для меня отчет — это показатель профессионализма. То есть когда на меня сбрасывают просто отчет, вот, есть подрядчики, они на тебя сбрасывают просто тысячу каких-то цифр, табличек. Ты смотришь, и они: "Вот мы работали". И там 40 страниц отчет в Google Доке, 20 табличек каких-то: "Вот мы работали", там цифры. У меня всегда скепсис вот такой просыпается, что когда люди демонстрируют процесс работы, а не результаты, значит, результатов, скорее всего, нету. Потому что когда сильный подрядчик демонстрирует результаты, он, он не описывает процесс, как он шел, вот эти куча отчетов. Он пишет: вот результат, вот деньги. Или вот э, я верю, что этот результат будет через такое-то время, и мы к нему придем. И вот у меня внутренне, как у владельца бизнеса, когда ко мне приходят вот такие подрядчики, я прям с ними надолго. Есть ребята, мы с ними там уже год работаем, они прямо, ну четко, они не рассказывают мне, что они делали каждый конкретный день, какие микро-макро. Они говорят: вот была цифра, стала цифра, план такой-то дальше, все, супер, двигаемся, двигаемся. Надо повысить там, больше там туда-то денег вливать. Окей, нет вопросов, больше вливаем деньги туда. Но до этого, это я по SEO-оптимизации, до этого там другие были, типа кучу всего делали, непонятный результат. Так, Наргиза. У меня локальный бизнес в центре города Нью-Йорк, США, барбершоп. Следует ли мне выбирать только локацию в радиусе? И сколько километров в радиусе вы рекомендуете устанавливать, например, в городе Нью-Йорк? Логика такая, как я для себя принимаю решение, в каком радиусе принимать. Да, я думаю, что в барбершопе действительно люди все-таки радиус, в каком-то радиусе. Вот как бы я, значит, давайте сразу. Стопроцентно точного и правильного ответа, какой радиус стоит применять для барбершопа в Нью-Йорке, нету. Есть ход мыслей, который можно, по которому можно найти для себя ответ. Как бы я делал? Я бы пришел, вот у меня есть барбершоп, я бы пришел в этот барбершоп свой, начал ходить кругами вокруг него, вокруг барбершопа, ногами своими, ходить кругами и смотреть, где есть другие барбершопы. Я бы себе задавал такой вопрос: Игорь, а как далеко ты готов приходить стричься? Ну, я лично, наверное, готов ехать на машине, может, минут 10 или пешком идти 15-20 минут. Соответственно, я бы себе, как владельцу барбершопа, задал вопрос: а где есть другие барбершопы? То есть, если, например, там каждые пару километров новый барбершоп, то, наверное, очень сложно будет конкурировать с теми, которые у человека под боком, и заставить человека идти там 3 километра. Вот. И дальше просто открывается Google карта и смотрится, сколько миль вот от этой точки, где вы там ходите, видите конкурентов, видите другие барбершопы до вас. Я так полагаю, что это в радиусе, ну давайте так, средняя скорость человека 5 километров в час в радиусе 2 километров, я так думаю. Но опять же, ногами пройтись, походить, посмотреть и дать такой ответ. Если город Нью-Йорк, советуете ли вы ставить английский язык? Или лучше не выставлять язык США и оставить пустым этот раздел, так как в Нью-Йорке, в центре города, могут быть люди из разных стран,
но свободно владеющий английским. Как вы рекомендуете поступить с этим? Да, действительно, раз вы, смотрите, если вы ограничиваете радиус небольшой, то вы можете себе позволить показывать на другие языки, на разные языки. А, Вот. Единственный у меня вопрос следующий. А будут ли эти люди, кто эти люди? Тут можно, сейчас ход мыслей своих опишу. Скорее всего, это будут путешественники, потому что местные, если они живут в Нью-Йорке в этом радиусе, они или у них телефон на английском уже, или они гуглят часто на английском. И Игорь, и этот, Игорь, Google, прочитал сообщение, и Google их к английскому языку приобщит. То есть, скорее всего, это будут путешественники с разными языками. И вот тут вам вопрос. Путешественники – это одноразовый визит в барбершоп. Готовы ли вы тратить на Google рекламу, чтобы получить разовый визит? Скорее всего, вам выгоднее таргетироваться на людей, которые к вам будут ходить постоянно. Вот. Что бы я вам рекомендовал для теста сделать? Я бы рекомендовал вам 2 рекламных кампании. Одну только на английский, вторую на все языки, кроме английского. И сравнить стоимость клика, количество клиентов, количество заказов и посмотреть. Вот так я бы сделал. Потому что прям вопрос, нужны ли барбершопу одноразовые путешественники, и что с ними делать, сколько они будут стоить. Так, Алена. Окей. Как влияет приостановка компании на ее эффективность после возобновления? Плохо влияет, не надо приостанавливать. Просто берете бюджет. Смотрите, если появились такие обстоятельства, которые требуют, чтобы вы остановили свою рекламу, не нужно нажимать на паузу. Просто ставите бюджет минимальный, там $1, 1 гривна, 1 евро в день. Просто самый минимальный бюджет, который вы можете поставить. Ставите, и оно там вот на малых оборотах работает. Но не нужно прям выключать компанию, плохо влияет, сбивается вся оптимизация. Раушан. Здравствуйте, Игорь. Через месяц, как сливала бюджет, решила пересмотреть ваши видео. Подняла, что надо было смотреть на показатель процент полученных показов. На данный момент у нас есть компания, где этот показатель 100%. Класс. Адвокат по налоговым спорам. С таких компаний приходят качественные клиенты. Но с января месяца еще не удалось подписать никого, кто пришел из таких компаний. Подписать, что значит контракт подписать? А есть компания по городу Астана, где мы фактически находимся. Там не точные ключевые слова. Юрист, юрист Астана, юрист рядом. Много зевак, звонит неплатежеспособная аудитория, но иногда получается подписать, скажем, неделю одного человека. По этим ключевым словам процент полученных показов 18,36. Что посоветуете? Значит, смотрите, я всегда ставлю себя на место задающего вопрос. Если бы я был на вашем месте, я бы пересмотрел процесс работы с клиентом после оставления заявки. То есть смотрите, ключевое слово "адвокат по налоговым спорам" — это мега точное ключевое, ну, то есть это ключевое слово, выражающее максимально конкретное намерение человека. Ну, куда уж конкретнее. Адвокат по налоговым спорам. Ну, наверное, еще то есть против налоговой, да, какой-то. То есть еще конкретнее, наверное, было бы адвокат по налоговым спорам, налоговая там Алматинского района. Это вообще было бы точно, ну, это перебор. Адвокат по налоговым спорам. То есть у человека реальное, стопроцентное у него намерение. Вы покрываете 100% таких людей. Вы сами говорите, приходят качественные люди. То есть они приходят, делают заявки, но не подписывают контракт. Скорее всего, если бы я работал в этом бизнесе, я бы искал проблему не в рекламе, а проблему с момента, когда человек оставил заявку, и до момента подписания контракта. Что-то там не работает. У меня был очень показательный пример, прям очень показательный пример, ниша строительства домов. Это было лет, я уже не знаю, 6, наверное, назад. Я сам настраивал рекламу, и приходили, то есть я был уверен в том, что приходят стопроцентные качественные лиды, потому что люди приходили по запросам, ну, точнее некуда, построить такой-то конкретный дом по таким-то условиям в таком-то районе.
И были заявки по 3, по 5 заявок в день, но ни одного за месяц было строительство дома, ни одного строительства дома. И мы долго ломали голову, в чем вопрос, пока я сам не оставил заявку на сайте, прикинулся клиентом. Мне звонит менеджер, и с этого момента я понял, в чем вся проблема. Проблема была в менеджере. То есть он мне звонит и таким вот зазывающим голосом говорит: "А чё вы там заявку оставляли, а что хотите?" Говорю: "Ну, расскажите, что у вас есть там, как происходит процесс". Он: "Ну как процесс? Даете деньги, строим дом". Ну, говорю: "Ну, как? План? Что?" Ну, даете план, строим по плану, не даете план, строим так, сами делаем план. Говорю: "Ну, а хорошо, какой первый шаг?" "Ну, приходите в офис с деньгами". Я думаю, хрень какая-то. Говорю: "Спасибо, до свидания". Дал послушать, этот разговор директору, менеджер после этого полетел. Ну, то есть, вот такие ситуации, они очень распространены. То есть, если у вас стопроцентные, люди, то, мне кажется, там есть какой-то вопрос, там есть какой-то нюанс вот с момента конвертации. Дальше. 2 компания, которая Астана. Юрист Астана, юрист рядом. Широкая. Много зевак, но иногда получается подписать. То есть срабатывает статистическая какая-то вот просто статистическая, закон больших чисел. Да, пришло 100 человек, из них там один подписался. А по этим словам, процент полученных показов 18,36. Я бы, опять же, если был бы на вашем месте, по этим ключевым, то есть по первому вопросу, я бы тщательно проверил, как идет работа по телефону с клиентом, который оставил заявку. По второму вопросу я бы увеличил процент полученных показов до 70-80% ставкой и показателем качества. И подумал бы, как побольше платежеспособной конвертировать, то есть как-то то есть там будет очень много людей, как из них выжать хоть минимум какой-то по запросам юрист Астана, юрист рядом. Ну, то есть, смотрите, неплатежеспособная — это по вашим критериям, потому что у вас чек, видимо, выше среднего, да, то есть неплатежеспособные, они не могут позволить себе ваши услуги. Если бы это был мой бизнес, я бы был бы на вашем месте, я бы нашел партнера, который берет, у которого чек ниже. Ну, смотрите, первый вариант. Я плачу за трафик, ко мне приходит клиент, я плачу Гуглу. Google мне присылает клиентов. Я половине клиентов, которые мне звонят, говорю: "Ну, у нас дорого. Нет денег, ну, до свидания, иди гуляй". Второй вариант. Вот этой же половине, за которых я уже "Гуглу" заплатил, я говорю: "У нас дорого, но есть вот Аслан, у Аслана дешевле в 2 раза". Или есть вот такая-то агентство, там вообще бесплатная первая консультация. И отправляю их туда. Ну, а с Асланом потом говорю: "Давай мне там 10-20%, как договоримся". Вот я бы делал так. Ага. Так, идем дальше. Так, Олег. Рекламная кампания со стратегией "Целевая цена за конверсию". Ключевые в широком соответствии. С целью увеличения количества конверсий решил постепенно увеличивать целевую цену за конверсию. Мгм. Мгм. Дневной бюджет не расходовался полностью. Ага. После 14 дней компания начала резко сдавать в эффективности. Коэффициент конверсии уменьшился почти с 15 до 9. CTR упал. Количество конверсий уменьшилось. Охват увеличился, стоимость конверсии выросла со 195 до 420 гривен. Процент полученных показов. Есть ощущение, что компания сломалась, да. Смотрите, у вас вот тут та ситуация, когда вы показали, фактически, что произошло? Вы показали Google, что у вас есть зазор платить больше. Google, он такая система хитро сделанная. Это касается, что я сейчас говорю, автостратегии. Если вы на автостратегиях только показываете Гуглу, что у вас есть возможность платить больше, очень высокая вероятность, что он вам потом не даст платить меньше. То есть, грубо говоря, если вы платили 200 гривен за конверсию, и тут поднимаете до 400, и Google такой: "Опа, у них есть зазор, в их бизнесе есть зазор, будем сейчас чаржить по 400". Поэтому я бы на вашем месте действительно перешел, как бы я делал? Создал 2 компании. Одна с ручными, там в точном самые лучшие ваши ключи, которые конвертируют. Вторая в широком. Конверсию, поставил бы старую, предыдущую,
и посмотрел бы в разрезе девайсов, аудиторий, пола, возраста и городов, как эти все срезы конвертируют, и подключал бы неэффективные девайсы, пол, возраст, города и аудитории. Неэффективно не поисключал. Я бы делал вот так. Но вот тут вы вот нарвались на то, что Google такой: "О, он может платить больше, значит, будешь платить больше". Перезапускайте на ручных и параллельно, анализируйте вот эти результати. Так, Олександр. Як налаштувати офлайн конверсії через Google Tag Manager та як налаштувати згоду для європейських країн? Запишіть, будь ласка, урок або зробити покроково. Дивіться, питання налаштування для Європи, це consent mode, режиму згоди, це не питання уроку, це питання софта, який ви використовуєте. Є там тобто вам необхідно вирішити, як ви будете цей там питання брати дозвіл користувачів, наприклад, через KookieBot. Зареєструватись тоді в KookieBot і там по інструкції все виконати. Тобто це не питання типу галочку поставити, це питання настройки системи, яка дозволить обробляти cookies. Так, Андрей. Добрый день. В новой версии Merchant центра не могу найти, как можно настроить преобразование фидов. Что делать? Старую версию зарегистрировать уже нельзя. В поиске по мерчанту преобразование фидов вводите. Возможно, они его уже убрали. Не обращал внимания. Но в поиске поищите преобразование фидов. В справке Гугла найдите преобразование фидов и посмотрите, нет ли там типа строчки, что мы прекратили поддержку. Если не прекратили поддержку, они просто куда-то ее запрятали. Дальше. Єлена. Так, Олена. Звичайна пошукова реклама. Товар. Покроково налаштувала відповідно прикладу брендових компаній у модулі навчання. Прийшло повідомлення, обхід системи, інфікований сайт. Це зв'язано з налаштуваннями? Ні, це зв'язано тільки з сайтом. Тиждень тому тільки розблокували та дали доступ, надіслали всі відповідні документи. Це спрацювало захист, ну, тобто Google знайшов у вас на сайті щось, що здалося йому вірусом, інфікованим. І йому це не сподобалося, як там ви щось скриваєте. Тільки техпідтримка Google допоможе, тільки вони. Перевірити, чи дійсно сайт не інфікований, звісно, а потім писати в техпідтримку і апеляцію подавати. Роман. Добрий день, не можу вимкнути партнерів Google відеокампанії ціль конверсії. Це в мене проблема, чи Google прибрав? Так, Google прибрав можливість прибирати партнерів. Це нормально. Враховуючи, що ви оптимізуєтесь на конверсії, Google практично не буде показувати партнерам. Тому все добре, все нормально. Не переживайте, воно буде ок. Карина. Игорь, здравствуйте. Сколько я не пыталась связаться с поддержкой Гугла, получалось всегда один и тот же ответ. Для рассмотрения вашего вопроса нашей команде потребуется больше времени. Благодарим за понимание. Так продолжалось полгода. Потом и такие отписки заканчивались. Сегодня вдруг раздался звонок, и милая девушка представилась поддержкой Гугла. Назначила мне завтра время встречи онлайн, что будет помогать... Ой, вопрос, это мошенники или неизвестная мне акция Гугла? Значит, смотрите, Карина. На YouTube-канале у меня, на том, на котором вы смотрите это видео, есть видео, одно из последних, где я рассказываю про вот эти звонки от Гугла. Что сделал Google? Ну, сразу вам скажу, завтра эта девушка вам ничего полезного не расскажет. У Гугла есть техподдержка. Они наняли отдельно отдел продаж. Задача отдела продажи сделать так, чтобы вы больше тратили на рекламу. Техподдержка решает ваши проблемы, отдел продаж повышает ваши траты. Поэтому завтра эта милая девушка скажет вам примерно следующее. Помочь с вашими вопросами я не смогу, это к техподдержке. Но я вам рекомендую, начнет вам рекомендовать, включить автостратегии, увеличить бюджет, расширить ключевые слова, поставить все в широком соответствии, использовать более широкие аудитории. В общем, она будет пытаться всячески увеличить ваши траты на рекламу. Почему? Потому что ее зарплата зависит от дельты, от увеличения трат на рекламу клиентам, которым она звонила. Поэтому с этой милой девушкой, ну, смотрите,
Я морожусь от них, когда они мне звонят по моим проектам. Просто морожусь вообще. Ну, не отвечаю, не беру трубку. А если я беру, говорю: "Да, потом, я там занят", и все, и в черный список. То есть они пользы не принесут. Чисто пообщаться, если вам там хочется, ну, можете пообщаться. А, Можете попробовать ей сказать, что то есть у них есть связь с техподдержкой, но они не хотят ее использовать. То есть можете ей сказать, типа: "Вот я пишу в техподдержку, и мне не отвечают. Давайте вы сначала мне в техподдержке ответите, а потом мы будем увеличивать бюджеты". Возможно, она там как-то напишет, пнет техподдержку. Поэтому вот с такой целью стоит пообщаться. Но никакие действия, которые она вам будет рекомендовать, не подтверждайте. То есть, ну, телефон же смотрите, в чем прикол. Разговор записывается. Она говорит: "Я вам рекомендую бюджет". Вы говорите, например: "Ну, можно". Она вам берет, поднимает сама бюджет или ставит, или изменяет настройки, а потом говорит: "Ну, вы же по телефону сказали, ну, можно". Поэтому в таких звонках говорите: "Спасибо за совет, я подумаю. Спасибо за совет, я подумаю. Пока ничего не буду делать. Я подумаю, я подумаю". Все. Ну и попробуйте ей протолкнуть, чтобы постучала в техподдержку. Но, скорее всего, они будут вам рассказывать, что это невозможно, это все сложно, но вам обязательно ответят. Совет от меня: в техподдержку пишите на других языках. На английском попробуйте. У меня был случай недавно, я на немецком, у меня на англоязычном проекте в Британии английская техподдержка отвечала всякую фигню шаблонными ответами. Я написал на немецком языке в техподдержку, вот британский сайт, прекрасно ответили, подробный ответ дали, все расписали. Мне даже показалось, что немецкая техподдержка, они прямо намного четче, чем англоязычная. Поэтому пробуйте на разных языках. Я немецкого, кстати, не знаю, я просто в Google Translator перевел и Ctrl-C, Ctrl-V. Так, хорошо. Евгений. Google рекомендует удалить повторяющиеся ключевые слова в одной группе. Барбершоп Алматы и барбершоп Алматы. В кавычках и в точном. Чтобы было проще. Не надо удалять, не слушайте Гугла. Решили посмотреть статистику. Одно не потратило ни цента, а второе потратило $1. И 6 конверсий дало. Не стоит отключать, конечно, не стоит. И останавливать не надо. Ну, логика такая, смотрите. Любые действия в аккаунте должны вести к какому-то результату. Или к усилению сильных сторон, или к ослаблению старых сторон, или с корректировкой то, что посередине. К какому результату приведет действие остановка ключевого слова в точном соответствии, по которому 0 показов? Ну, я не, ну, как бы проще управлять аккаунтом. Но если бы у вас этих ключевых было тысячи, и остановить из них там 900 нулевых, ну да. А из двух одно останавливать, я не вижу смысла. Ну, просто как бы для себя, ну, можно остановить, наверно. Олег, вопрос по нововведениям Google о том, что сейчас в объявлениях показывается один заголовок, второй может быть перемещен в описании. Как на это реагировать? Нужно ли переписывать объявление? Как это может повлиять на CTR? Нет, ничего не нужно делать, потому как Google до сих пор оставляет старую систему оптимизации заголовков объявлений. То есть он это будет делать только в том случае, если он протестирует два варианта с одним с заголовком, перемещенным в описании, с обычным, и определит, что второй вариант лучше. Вот. То есть если реально на результатах эксперимента Гугла он окажется лучше, Google переместит. Если не окажется лучше, не переместит. Поэтому париться не нужно и делать ничего не нужно. Марина. Не у всех заказчиков, но у многих странным образом работает реклама. Как только настраивают, за первые 3-5 дней очень активно идут заявки и звонки. Проходит немного времени, звонков все меньше, потом и вовсе нет. Подскажите, из-за чего это может быть? Действительно, я тоже такое наблюдаю. Это своего рода такой бонус новичку, будем так говорить, чтобы он поверил в рекламу. Как пофиксить? Перенастраиваю каждую неделю, но тогда только алгоритм обучаю. Значит, чтобы фиксить, тут как бы пофиксить не получится. Идея в том, чтобы максимально эффективно использовать эти первые 3-5 дней. То есть за эти первые 3-5 дней, когда вам прут заявки, максимально накапливать данные, статистику. Что это были за заявки? По каким ключевым словам, по каким поисковым запросам, с какой географией, пол, возраст, аудитории, интересы. Все это максимально накапливать, а дальше создавать еще одну рекламную кампанию, где вручную
все эти инсайты использовать. И тогда, после каждого такого запуска на 3-5 дней, у вас будет куча информации, которую вы уже впоследствии будете использовать. То есть идея в том, что такое возникает, когда вы запускаете на широкую аудиторию, то есть бюджета вот так, аудитория вот такая вот, а бюджета вот так. И Google для того, чтобы новичок поверил в рекламу, сразу самым платежеспособным показывает рекламу. А потом начинает уже показывать, искать всем остальным, всем другим, всем подряд. Соответственно, если мы используем эту статистику и сузим охват до самых платежеспособных вручную, то будет уже работать на них. Так, есть. Вера, расскажите, пожалуйста, более подробно о стратегиях назначения ставок. У нас есть отдельный урок, который называется «Стратегия назначения ставок» в курсе «Магия Google 4», и там все подробно про все стратегии назначения ставок. Если новая рекламная кампания перформанс, но аккаунт работает, какая лучше какая ставка лучше? Исходя из каких данных выставлять ROAS? Если вы работаете на ROAS, ROAS – это Return of Advertising Spend, возврат денег, полученных на рекламе, то у вас есть то ROAS, ну, на момент теста он выставляется максимально, а потом он выставляется исходя из эффективности бизнеса. Ну, то есть, если мой бизнес с вот этим вот значением ROAS неэффективный, ну, я не зарабатываю, то я его изменяю в сторону эффективности. Если все ок, я его оставляю, могу немного там увеличить. То есть идея в том, что не э, вопрос, как курица и яйца, что первично. Первично не найти правильную настройку, которую установить, а найти такое значение, при котором бизнес прибылен и охват достаточен. Поэтому вопрос нужно задавать с обратной стороны, учитывая мои расходы, доходы, рентабельность моего бизнеса, какой максимальный возврат инвестиций, возврат инвестиций в рекламу я могу себе, точнее минимальный, я могу себе обеспечить, чтобы быть на плаву. Потому как чем больше, ну то есть, грубо говоря, а если мы захотим на каждый вложенный доллар получать $3 прибыли, то Google даст нам, ну, образно, 100 человек в месяц. Да? Если мы скажем, ладно, Google, не 3, $2 нам достаточно на каждый вложенный. Google нам даст уже 1000 человек охват. Если мы скажем, Google, ладно, $1,5 на каждый доллар, он нам даст там 10 тысяч человек. Чем меньше, ну, грубо говоря, чем менее мы жадные, тем более у нас охват. Ну, как везде в мире. Чем дешевле у нас цены в магазине, тем больше у нас будет поток. Если у нас какой-то элитный магазин, где продается только какие-то дорогие продукты, там будет маленький поток. Да? Ну, то есть, грубо говоря, сравнить поток, там, не знаю, в праймарке каком-то, где футболки по $4, там сотни тысяч человек в день, и Balenciaga какой-то магазин, где футболки по $800, там будет в день 10 посетителей. Точно так же и тут. Чем меньше вы лимитов задаете Гуглу, тем больше он вам дает охват. Так, окей, дальше идем. Кстати, если чей-то вопрос случайно пропустил, напишите, я вернусь. Марк. Вопрос по свойствам товаров в мерчанте. Товарный фид долго проходит модерацию, больше 2 недель. Это мой первый фид. Бывает такое. Товары имеют статус ограниченного отображения. Limited. Оп- Оповещение об ошибках отсутствует. Есть рекомендация о необходимости уделить внимание некоторым свойствам товаров. При редактировании карточки товара в мерчанте заголовок выделен красным. Я пробовал изменять его, делать короче или длиннее, уменьшать количество заглавных букв. Это не изменило ситуацию. Конкретных требований к заголовкам, кроме его длины, нет. Техподдержка не дала конкретного ответа на мой вопрос. Рекомендовали заполнить пункт о возврате товара. А, Мне кажется, у вас в заголовке какие-то символы по описанию. Может, с тире, может, там какой-то там скобка не такая, как нужна. Мне так кажется. Проверьте, нет ли у вас может, кавычки у вас, название товара не в тех кавычках. Попробуйте. Мне кажется, там что то дело с символами в названии товаров. Поищите в этом направлении. Мгм. Некоторым свойствам товара. Заголовок красный. Мне кажется, да, там, ну, если по длине все ок, что-то в самом заголовке не так.
Аббревиатуры, может, большими буквами Google воспринимает как выделение большим, а не аббревиатуру. Избыток может больших букв быть. Вот я бы рыл в том, как оно написано, что там написано, а не длина. На вот это бы смотрел. Ага. И техподдержка, вот совет повторяю, напишите в техподдержку на другом языке. Евгений. Не вопрос, обратная связь. Как ваш верный ученик скажу, продолжайте вести подкаст, он очень полезен. Класс, спасибо. Сегодня записал, буду еще записывать. Класс. Отличная идея, вебинар с Перри Маршалом. Всеми руками за, супер. Сегодня уже анонсировал. Да, ребят, кто не знает, у нас будет вебинар с Перри Маршалом 20 марта. Кто не знает, кто такой Перри Маршал, это человек, который когда Google Ads появилась, он написал книгу «Библия Google Ads», Ultimate Guide to Google Ads. Эта книга переведена, ну, я знаю 12, он мне говорил 12 языками, но мне кажется, больше, чем 12 языками. Я по этой книге в свое время учился еще в 2007 году рекламе. Это человек, у которого компания Google спрашивает, консультируется, как работать с рекламой. И это человек, который заработал на консультациям по Google рекламе в свое время столько, что он основал премию, у Перри Маршалла есть премия за вклад в эволюцию, научный вклад в эволюцию человечества. 10 миллионов долларов он пожертвовал университету, на рассмотрение университета, чтобы вручить ученому, который вклад в эволюцию человечества внесет, 10 миллионов долларов будет премия. То есть он уже делится из избытка. И вот с таким человеком очень интересно будет пообщаться, поэтому крайне рекомендую быть на этом вебинаре. Он будет на английском, поэтому если с английским вообще печаль, беда, будет сложно. Но если вы понимаете английский хоть немножко, прям регистрируйтесь, рекомендую. Ссылка на регистрацию есть в нашем телеграм-чате клуба Игоря Явицкого, а еще у меня в инсте. Так, ага. Окей. Вопросы из чата, из формы закончились. Сейчас перехожу к нашему с вами чату. Смотрите, ребят, некоторые тут еще ученики, которые не купили Магия Google, не проходили Магия Google 4.0 или Аналитика, я прямо рекомендую, кто покупал Магия Google 2.0, 2.7, прямо очень рекомендую четвертую версию курса, потому что в ней я исправил все основные недостатки, в ней я внес всю как бы самую плотную информацию о новом искусственном интеллекте Гугла. И если вы сомневаетесь, там, у меня версия, я покупал курс 2.0 или 2.7, или вообще первый курс, стоит ли четвертый, однозначно стоит. Потому что четвертый курс, потому что версия 4.0, она прямо максимально полная под текущие нюансы Гугла. Под текущие нюансы Гугла. Так, и курс аналитика. Кто еще не знает, аналитика 4.0 для бизнеса, как максимально эффективно настроить Google аналитику. В чат ребята моей команды напишут ссылку в комментариях. Ключевое слово Google 2024. Пишите в Telegram менеджеру ключевое слово Google 2024 и получаете специальное предложение для учеников. Так, окей. Так, окей. Поехали теперь вопросы из чата. Так, звук есть, звук есть. Игорь, большое спасибо за развернутый ответ с отчетом. Окей, супер, Евгений, пожалуйста. Эльмира, адвокат по налоговым спорам, само собой, адвокат по налоговым спорам сам по себе маленький запрос, поэтому не работает, нет выборки. Мгм, понял. Питбуль Одесса. Вечер добрый. При старте новой компании в Ads есть мнение, что сначала цель компании нужно запускать на трафик, а через X времени менять на продажи. Есть ли в этом какой-то смысл? Я не вижу никакого в этом смысла, и во всех своих курсах я рекомендую при настройке компании не указывая цель. То есть не трафик, не продажа, не указывая цель. И подобная методика ни разу меня не подвела при работе в разных нишах с разными бюджетами. Так, Наргиза, в продолжении моего вопроса хочу уточнить. Две компании на
Барбершоп в Нью-Йорке. Одна из компаний на все языки, кроме английского. Это как настроить комьюнити? Исключить английский? Есть такой? Нет, не исключить английский. Добавить вручную все языки. Ну, их там 30. 30 раз нажать на все языки. Благодарю, пожалуйста. Если я пустым оставлю раздел языки, это что даст? Это даст все языки. Будут выбраны все языки, включая английский. Прокликать просто все языки, английский не кликать, все прокликать. Так, Игорь, спасибо за ответ. Раушан. По моему вопросу хотел уточнить. В компании по Астане юрист Астана, юрист рядом. У нас сейчас средняя цена за клик $2. Если я увеличу бюджет до 70-80%, но снижу ставки до 0,5, как вы считаете, повлияет ли положительно по итогу на прибыль вашей компании? Ну, для этого нужно смотреть цифры. Я не знаю, нужно смотреть цифры. Вопрос главный. У вас маленький охват, потому что бюджета не хватает или потому что ставки не хватает? Если потому что не хватает бюджета, и вы увеличите бюджет, будет круто. Если из-за того, что не хватает ставки, а вы увеличите бюджет, ничего не изменится. Если вы увеличите бюджет и уменьшите ставку, то вы еще больше создадите неизвестных у себя в голове. Поэтому для начала поднимите бюджет, посмотрите, увеличится ли процент полученных показов. То есть не делайте два действия. То есть вы хотите увеличить бюджет, уменьшить ставку. И вы не будете знать, какое из действий повлияло положительно или отрицательно. Сначала сделайте действие, увеличьте бюджет, посмотрите, тратится ли этот бюджет, увеличился ли процент полученных показов. Если ничего не изменилось, значит нужно увеличивать ставку. Если увеличили бюджет, все параметры увеличились, попробуйте немножко увеличить ставку. То есть, поняли, не делайте за раз больше одного действия, потому что вы для себя не поймете, а что же помогло. Так, оставите запись вебинара. Да, запись вебинара в чате клуба Игоря Яицкого будет. Костя, 3 восклицательных знака меня не пропускало. Да, бывает такое в названии 3 восклицательных знака. Эльмира, где мой вопрос? Я его писала в Google форме. Смотрю. Google форме. Эльмира. Я понял, вы в имя написали вопрос, а в вопрос написали имя. Так, окей. Здравствуйте. Когда настраиваешь рекламу в первый раз, надо ставить ставку максимальное количество кликов, или если реклама велась 2 месяца назад, можно поставить конверсию. Когда поставил максимальное количество кликов, Google все съел. Да, Google голодный. Клики были за окном. Когда поставила конверсию, он поставил ограничение, вообще перестал показывать. Что делать? Первый раз. Смотреть внимательно курс. Есть урок про стратегии назначения ставок. Вот где прямо весь урок, он длится там 20 минут, где весь урок объясняется ответ четко на ваш вопрос, какую стратегию ставить. Если ответить кратко, начните с ручных ставок. Когда накопится достаточно конверсии, перейдете на целевую цену за конверсию. Так, еще вот вопрос такой же пропустил. Расскажите о курсе аналитика. Это дополнение к магии Google или его можно отдельно купить? Куда могу написать? Смотрите, Евгений, вот тут вот где-то, я не знаю, где-то должна быть ссылка, я ее просто сам не вижу, на менеджера. Или менеджеру, у которого магию Google покупали. Курс аналитика – это курс по Google Analytics 4.0. Это дополнение к магии Google, это не отдельный курс. Это дополнение, сори. Вот это не отдельный курс. Это отдельный курс, который является дополнением. Я хотел сказать, это не замена магии Google. Вот. Не замена магии Google. Магия Google по рекламе, Google аналитика по аналитике. Покупать аналитику без рекламы я смысла не вижу. Потому что основное, что нужно анализировать, это реклама. Покупать в дополнение смысл есть, конечно. Это курс, который расширяет ваши инсайты
вашей рекламы позволяет вам больше глубоко смотреть на цифры. Откуда появляются эти вопросы? Их же ж не было. Новые вопросы появились. Добрый день, Google S 2016 года на испанском. Так, надо форму закрывать, просить в 4, а то я потом путаюсь. И туда, и в чат пишут, и туда пишут, откуда. С 2016 года на испанском и английском. Испанская компания раньше была маленькой, но в последнее время перформит лучше английской. Английская ухудшилась, следов много, продаж нет. Предложения одно и то же, ключевые одни и те же. По-английски даже не отвечают на предложение бесплатной услуги. Конверсия. Ну, скорее всего, на испанском у вас просто более целевые посетители, их меньше, скорее всего, и они более целевые. А на английском это как бы кто попало, включая ботов. Я бы анализировал прям поведение каждой группы, отправлял, ну, они наверняка на разные лендинги идут. Поставьте Hotjar или Microsoft Clarity, который позволяет отслеживать действия людей на сайте. Посмотрите, как они себя ведут. Английский и испанский. Инна, периодически сталкиваюсь с проблемой, когда поисковая компания работает по цифрам успешно, CTR выше 25, аукцион 95, качество ключей высокие, но продажи не случается. Речь идет как о сфере услуг, так и посадочной, также анализируется по тепловым картам, скорости. Что тут не так? Спрос низкий или куда копать? Нет, обычно нет матча, взаимодействия сквозного. Аудитория, человек, аудитория, объявление, посадочное. То есть что-то где-то сбой. Очень вот, знаете, как можно представить? Вот представьте себе, что у вас есть два таких диска, и на каждом диске отверстие. Вот такой вот. Нет у меня что-то такого. Короче, диск вот. Представьте себе вот такой вот диск, и тут вот отверстие, да? Отверстие вот такое. И второй диск. Первый диск – это ваше объявление. На него, то есть люди попадают на объявление, те, кто прошел сквозь вот это отверстие, они проходят дальше на ваш сайт. Второй диск – это посадочное. Люди заходят, но те, кто прошли через это отверстие, они делают заказ. Когда у нас четко соответствует объявление посадочной, люди проходят до заказа. Когда у нас вот такая вот фигня, то есть отверстие в объявлении вот тут, а отверстие в посадочной вот тут. Те люди, которые могли бы теоретически конвертнуться на посадочное, не проходят через объявление. Те, которые проходят через объявление, их не интересует посадочное. Классический пример. В объявлении написано выгодные цены, на сайте выше среднего цены. Те люди, которым реально нужно премиум, они не реагируют на объявление, игнорируют его, не заходят на сайт, которые реально могли бы купить. Те, кто реагируют на объявление «доступные цены», заходят, видят недоступные цены, не конвертируются. Это классический пример. То есть не соответствует намерение человека в момент клика и в момент попадания на сайт. Так, развернутое текстовое объявление. Больше недоступно, но работает. Изменить не могу. Стоит ли его, если оно работает и работает хорошо, не меняйте, а возьмите просто его, добавьте к нему адаптивное и посмотрите, насколько эффективнее будет адаптивное. Сергій. Ігоре, порадьте, будь ласка, як налаштовувати PMAX з використанням фіда Merchant Center для інтернет-магазину товарів медичного призначення. Трикотаж, білизна, бандажі. Так, давайте по питанням. Чи рекомендуєте використовувати всі опції, об'єкти, описи, заголовки? Так, всі опції. Де показується оголошення, якщо об'єкти не заповнювати? Якщо лише фід, то теоретично тільки в Google пошуку. Але воно не дасть вам так ефективно. Попробуйте і так, і так. Чи є сенс створювати аудиторію, використовувати є? Є. Є сенс використовувати. Тобто, дивіться, у мене нема відповіді на питання, як правильно в цій країні, на цій мові для цієї аудиторії рекламувати медичні бандажі післяопераційні стерильні. Я не знаю. Що б я робив? Я б тестував. А що, якщо створю кампанію
З усіма або тільки з фідом. Якщо я створю з аудиторією, без аудиторії. І це мені дало б найбільш точні відповіді. Так. Чи можу в рекламній кампанії Google Шопінгу в карті товару, яка рекламується, завантажувати на головне зображення, яке містить напис? Ні. Наскільки я пам'ятаю, правила забороняють написи з назвами. Я чув, що не можна, але сьогодні бачив. Ну, це тимчасово. Або завтра, або через тиждень, або через місяць їм фід відклонять. Не треба. Google вам рано чи пізно заблокує. Не робіть так. Так, есть. Оттуда все из формы все вопросы, обратно в чат возвращаюсь. Так, мы отдаем партнерам людей, которые не наша целевая. Вопрос по арестам, долгам, алиментам. О, супер, отлично, правильно. Если только запустила рекламу. Так, этот ответ я давал. Я помню, я говорил, что урок от Эльмиры, вопрос, урок по стратегиям. Обратная связь. Евгений, спасибо. Уже читали. Ограничено к допуску. Что делать? Сейчас реклама включена, но ограничена. Это вредит для оптимизации? Мгм. Вредит. Добивайтесь исправления всех ошибок, всех ограничений. Апелляциями, общением с техподдержкой. Добрый день. Подскажите, какую лучше цель указать для продажи билетов на концерты? Поисковая, по моему мнению, не подходит, потому что очень маленькое количество целевых запросов. Какую цель указать? Ну, конверсия, наверное, покупка билета или какой у вас путь. Я бы тестировать начал с Performance Max по конкретным мероприятиям. Конкретное какое-то берете крутое, классное мероприятие и тестите, делайте баннера, видосики под него и тестите. То есть вот такие, так работает. И YouTube реклама. Там, например, там приезжает какой-то там балет Сухишвили. Берете их промо-ролик, заказывая билеты у нас. И этот промо-ролик в YouTube рекламу FP Max. Вячеслав, я курс только прошел, еще не совсем понимаю, что и как работает в Гугле. Без проблем. Начните с маленького. Вот всегда маленькие шаги. Вот бюджет, который вообще не жалко потерять. Там 20 баксов в день. Настройте Performance Max рекламу. Баннера какого возьмите на следующий месяц афишу. Возьмите самое крутое мероприятие, которое у вас будет. Там, ну, такое, знаете, такое вот известное людям. Настройте Performance Max на это мероприятие. Поставьте дневной бюджет, который не жалко потерять. И запустите. И вы быстро поймете, что конвертирует, что не конвертирует, какие цифры. То есть лучший способ разобраться в Google рекламе – это ее запустить и посмотреть, что получится. Тоже заметил, что только создаешь новую компанию, есть заказы. Да, такое есть. Что делать с прошлой? Смотрите, новую я имел, когда я рассказывал, создаете новую, в которой все вручную. Это вот подход альфа-бета-компании, когда вы вот встречаетесь, ситуация как у вас. Альфа-компания – это ваша как бы золотая курица, несущая золотые яйца. Там у вас в точном соответствии все, ставки высокие, объявления такие холеные, выточенные. А вторая компания бета, которая просто вот в поисках статистики. Так вот, вы в этой бета вряд ли прям компанию необходимо запускать. Обычно в этой бета достаточно изменить аудиторию, ставку, бюджет, стратегию изменения, и увидите, что оно все начнет меняться. Так, магія Google, да. Олександр, добрий вечір. Запустив пошукову кампанію на брендові ключі. Ніша дитячі меблі. Виставив бюджет 350 гривень. Після 14 днів роботи отримали 8 продажів. Сьогодні Google вліпив статус «Обмежено бюджетом». Рекомендую підвищити до 600. Стратегія Макс-конверсії. Слухати Google. Дивіться, перше питання. Якщо це брендовий запит, це назва вашого бізнесу. Перше питання. Чи вискакуєте ви на першому місці по цьому? Ну, тобто, щоб не було такої ситуації, що ви і так на першому місці, і з рекламою, і без реклами. А Google тільки за ваші гроші вас же і на першому місці показує. Тобто, якщо конкуренти показують свою рекламу, то, звісно, треба. Якщо ж відповідь так, ця реклама нам треба, ми так не на першому місці, і люди приходять, купляють, то звісно слухати. Ну, дивіться, якщо
вам вигідне було 8 продажів по 540 і Google. Моя логіка як бізнесмена. Якщо канал реклами приносить мені продажі по ціні, яка мене влаштовує, і просить більше грошей, щоб принести мені більше продажів, я погоджуюсь. Якщо не влаштовує, не погоджуюсь. Так, Эльмира, можно ли по Google рекламу создать лендинг на Google сайте? Ой, не рекомендую. Google сайт это настолько кривая штука, настолько такая очень грубая штука, что я бы вам не рекомендовал делать на Google сайте лендинг. Прям не рекомендую. Сделайте на любом конструкторе. Вон Weblium, у меня половина проектов тестируется на Weblium, отличный конструктор. Если я в аудиториях создала свою аудиторию по интересам, можно ли его включить в компанию в поисковой сети? Нет. В поисковой сети только стандартные интересы. Кастомные специальные сегменты в поисковой сети не работают, к сожалению. Может, и к счастью, не знаю. Так, все, вопросов нету. Вопросов нету. Сейчас еще раз проверю форму. Никто там ничего не написал. Да. Так, вопросов нету. В чате вопросов больше нету. Напоминаю, кто Магия Google 4.0 или курс по Google аналитике еще не купил, специальные условия для учеников, пишите менеджеру ключевое слово Google 2024. Все, мы с вами сегодня просто образцы пунктуальности. 18:58 у меня, и мы с вами заканчиваем. Супер. Спасибо за эфир, пожалуйста. Сайты на WordPress идут? Конечно. WordPress это вообще основной движок под рекламу. WordPress это великолепно. WordPress всем советую. Если качественно сделано, то WordPress это самый, наверное, лучший сайт под рекламу. Если ключевой, если качественно сделано. Спасибо, пожалуйста, Валентин, Вячеслав, рад, что услышали, супер. Все, увидимся на следующем вебинаре «Вопрос-ответ». И Elementor, вот Арикс уточняет, Elementor, если вопрос не в конструкции, смотрите, можно сделать офигенно продающий сайт на каком-то вообще недоконструкторе, если он реально бьет в боль клиента. А можно на самом дорогом, самом крутом дизайне сделать сайт, который не будет конвертить. Elementor это нормально, WordPress это нормально, большинство конструкторов это нормально. Вопрос же не как называется программа, которая лежит в основе сайта. Вопрос, какие смыслы вы передаете людям через лендинг. На этом все. Всем спасибо. До новых встреч.